Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем партию Яна Непомнящего и Магнуса Карлсона на турнире Champions Chess Tour. В ключевой момент этой партии Ян Непомнящий упустил победу над Магнусом, и давайте посмотрим, как это было. Непомнящий играл за белых, начал игру ходом Е4, Магнус защищает симметрично, и после начальных ходов у нас испанская партия. Здесь вот после слон b3, слон b7, конкретно архангельский вариант. Ян играет d3 и следует слон e7. Это одно из основных продолжений этого варианта. И далее последовал конь c3, 2 нуля и a3. Делает форточку для белопольного слона Ян. Плюс защищает поле b4 от вторжения черных фигур. После d6 следует конь e2. Типичный перевод коня для испанской партии на королевский фланг. И Магнус подрывает центр белых d5. Следует размен на d5. После ладья e1 король h8. Профилактический ход. Смысл в том, чтобы пешку на f7 освободить от потенциальной связки. После конь g3 атакована пешка на e5. И здесь вот следует f6. Первая неточность от Магнуса. Лучше всего здесь Магнусу было ответить просто конь f4. И сейчас пешка на e5 неуязвима. Если белые ее забирают, то черные временно жертвуют коня на g2. Если король принимает этого коня, то следует конь e5 скрытый шах. И у белых уже большие проблемы. Плюс еще грозит прыжок коня на f3. Ну а в партии после f6 выясняется, что ослабляются белые поля вокруг черного короля. Далее последовало c3, ферзь d7 и d4. Удар по центру черных, размен на d4 и ладья d8. Присматриваются к пешке на d4 Магнус, ферзь d3 и f5. И это еще одна неточность. Понятно, что этим ходом Магнус хочет перекрыть диагональ, но лучше всего ему было ответить конь a5, согнать этого слона, и после слон c2 просто защититься отматом путем g6. Ну а после f5 последовало слон c2 все так же. Теперь эта пешка f5 становится объектом атаки. Приходится ее защищать путем g6, других вариантов нет. Но сейчас ослабляются еще черные поля на королевском фланге. И этим пользуется Ян Непомнящий. Он играет слон h6, атакует ладью, ладья отходит на e8. И после слон b3, слон f6 следует ферзь d2 и конь b6. Сейчас 4 фигуры у Магнуса атакуют пешку d4. И Ян защищает ее путем слон g5. И здесь вот еще один слабый ход от Магнуса, это ферзь g7. Лучше всего ему было просто разменять слонов на поле g5. Ну а после ферзь g7 Ян просто разменивает ладьи. Хотя у него был гораздо более сильный ход, это ладья c1, занимая полуоткрытую линию c, и мог получиться примерно вот такой вот вариант. И в результате у белых здесь значительно лучше, у них сильный слон, а у черных одни неприятности, слабая восьмая горизонталь и король в бедственном положении. Ну а в партии после размена ладей последовала ладья e1. И здесь вместо того, чтобы просто разменяться на e1, Магнус допускает серьезный зевок от ладья e7, после которого у белых просто выиграно. Но Ян Непомнящий, к сожалению, удивляет и играет также слабо, это d5. И фактически так Непомнящий упускает свою победу. Потерял. Сильнейшее продолжение после ладья e7 было конь e2, после чего мог получиться вот такой вот вариант, в котором у белых большая инициатива. Здесь размениваемся на g5. После разменов фигур выясняется, что черным придется отдать одного из слонов. И далее после c3 следует ферзь e5 шах. Забираем пешку на c7. И здесь вот отходим на h2. И у черных пешка на c3 непроходная. А у белых простая игра после ферзь c4. Они грозят скрытым шахом путем d6 с поимкой черного слона.
Ну и к тому же у черных здесь даже нет вечного шаха. Но Ян сыграл d5, погнал просто коня с поля c6, он пошел вперед, следуют такие размены фигур массовые. В результате ферзь e8 шах, король отходит, атакуем слона и пешку, забирает еще пешку Ян шахом. И далее партия просто заканчивается в ничью путем такого вечного шаха. Если вам понравился анализ партии, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!